В Литве работает один из крупнейших в Северной Европе производителей азотных удобрений. В Латвии действует компания, входящая в число 8 крупнейших производителей непрерывного стекловолокна в Европе. В Эстонии работает один из крупнейших североевропейских филиалов лакокрасочного гиганта Akzo Nobel. Это лишь часть из наиболее интересных фактов о химической промышленности стран Балтии. Хотите знать больше? Смотрите дальше. Здравствуйте, уважаемые ютубозрители! Меня зовут Андрей Деменков, и я продолжаю рассказывать вам о реальной Балтии, которая совершенно не похожа на ту, которую насочиняли российские и белорусские пропагандисты и их многочисленные подпевалы на просторах Ютуба. С июля на канале идет обстоятельный рассказ об обрабатывающей промышленности стран Балтии. Я дал общее представление о ее постсоветской эволюции, рассказал о пищевой и легкой промышленности, индустрии стройматериалов, лесообработки. Декабрь стал месяцем химической промышленности. В начале месяца на канале была опубликована первая часть, в которой я рассказал об общем состоянии отрасли в Эстонии, Латвии и Литве и обо всем, что у нас связано с производством и переработкой разных видов топлива. Ссылку на плейлист со всеми выпусками найдете в описании этого видео. Сегодня в открытый доступ поступила вторая часть обзора, которую спонсоры проекта видели уже давно, самые крутые 3 недели назад, вместе с первой частью. В ней вас ждет рассказ об остальной, весьма обширной части нашего химпрома, которые включают производство удобрений, изделий из пластмассы и резины, фармацевтики, бытовой химии, стекловолокон и лакокрасочной продукции. Но сначала небольшое отступление. В комментариях меня иногда упрекают в том, что я называю не все крупнейшие компании стран Балтии. Даже в основательно доработанном с подачи одного из спонсоров и расширенном до 2 частей выпуске по лесообработке все равно есть определенные пробелы. Дело в том, что даже крупных предприятий у нас действительно очень много. Но не все хорошо известны, поскольку зачастую работают преимущественно на экспорт. А по некоторым непубличным фирмам в открытых источниках крайне мало информации. Так что неизбежно ряд весьма солидных компаний просто не попадает в поле моего зрения. Однако мои исследования и не претендуют на полноту, и я не ставлю перед собой задачу сделать дотошный академический анализ. Я всего лишь стремлюсь наглядно показать несостоятельность российской и белорусской пропаганды, которые упорно твердят о выдуманной ими деиндустриализации наших стран. Даже тех примеров, что я привожу, более чем достаточно, чтобы опровергнуть эти нелепые мифы. Ведь очевидно, что весь этот крупняк – только вершина пирамиды, которая покоится на огромной массе средних и мелких предприятий. Ну а теперь к теме. И снова начну с литовских гигантов. В Литве находятся не только крупнейшие НПЗ региона. Здесь базируются одни из ведущих предприятий Северной Европы по выпуску удобрений. Ахема – крупнейший производитель азотных удобрений Балтии, а также один из ведущих игроков этого сектора в Северной Европе. Предприятие расположено в Янове, примерно в 100 километрах к северу от Вильнюса. Основано в 1965 году. Основная продукция Ахемы – аммиак, карбамид, азотная кислота, селитра, а также промышленные газы – кислород, азот, аргон. Производственные мощности позволяют выпускать более 1 100 000 тонн аммиака и около 2 миллионов тонн удобрений в год. Компания также имеет собственную теплоэлектростанцию, обеспечивающую предприятие энергией. До 2022 года критически важным фактором была зависимость от российского природного газа как сырья. После начала войны в Украине и введения санкций ЕС, Ахема столкнулась с резким ростом цен на газ, что вынудило временно останавливать производство и работать с неполной загрузкой. Сейчас предприятие адаптировалось, диверсифицировало поставщиков, инвестирует в энергоэффективность и рассматривает переход в перспективе на зеленый водород. В 2023 году оборот компании составил около 1,5 миллиарда евро. В штате примерно 1300 сотрудников. Ахема остается крупнейшим экспортером удобрений в регионе. Основные рынки сбыта – страны ЕС, Украина и Южная Америка. Предприятие входит в принадлежащий литовским инвесторам концерн Achemos Gruppe, контролирующий также ряд логистических, энергетических и торговых компаний в Литве и за ее пределами. И одно из таких предприятий концерна – Газхема. Исторически бизнес вырос из газового подразделения завода Ахема. Как отдельная структура работает с 2004 года и базируется возле Яновы. Компания занимается производством и продажей технических и медицинских газов – кислорода, азота, аргона, углекислого газа и их смесей, сварочных и защитных газов, газов для пищевой промышленности и лабораторий, выпускает сухой лед, карбамидный раствор AdBlue,
аммиачную воду. Газсхема проектирует и обслуживает газовые станции, системы подачи газов, сдает в аренду баллоны, контейнеры и цистерны, то есть продает не только сам продукт, но и инфраструктуру под него. В 2020-2022 годах оборот компании резко подпрыгивал на волне высоких цен на газ и AdBlue, доходя до 96 миллионов евро, после чего нормализовался, но прибыльность осталась высокой. В 2024 году выручка Газсхема составила около 47 миллионов евро, в штате было порядка 120 сотрудников. Основной рынок – Литва, однако через дочерние структуры и партнеров компания активно работает в Латвии, Швеции и других соседних странах, поставляя промышленные и специализированные газы крупным промышленным, пищевым и логистическим клиентам. Газсхема практически замыкает цепочку вокруг азотной химии концерна Ахема, превращая аммиак в мочевину и более тонкие продукты с высокой добавленной стоимостью. Лифоса – литовский производитель фосфатных удобрений, базирующийся в Кедайне, центральной части страны. Предприятие было основано в 1959 году. Специализируется на выпуске диамонии-фосфата, основного в мире фосфорного удобрения, необходимого при выращивании зерновых и хлопка. Компания также выпускает фтористый алюминий, фосфат монокальция, фосфорную кислоту и техническую серную кислоту. Мощности Лифосы позволяют выпускать около 1 миллиона тонн фосфатных удобрений в год, что делает его одним из ведущих производителей в Европе. До 2022 года предприятие почти полностью зависело от импорта апатитового концентрата из России, поставляемого через аффилированные структуры материнской компании. В 2002 году Лифоса вошла в состав международной группы Еврохим со штаб-квартирой в Швейцарии, основным владельцем которой до весны 2022 года был российский миллиардер Андрей Мельниченко. После начала войны в Украине в 2022 году компания оказалась в центре санкционного давления. Литовское правительство заморозило корпоративные права, назначило временное администрирование, а сама Лифоса несколько раз останавливалась из-за разрывов логистики и проблем с поставками сырья. В 2024 году предприятие продолжило функционировать под временным администрированием, оставаясь де-факто литовской компанией с ограниченными правами прежних владельцев. Основной акцент сместился на обеспечение сырья из альтернативных источников и восстановление экспорта без участия структуры Еврохима. До 2022 года свыше 90% продукции шло на экспорт примерно в 50 стран. В 2023 и 2024 Лифоса работала с ограниченной загрузкой, ориентируясь в первую очередь на внутренний рынок и отдельных европейских потребителей. Оборот компании до кризиса превышал 500 миллионов евро, но к 2023 году упал до 134 миллионов, после чего в 2024 вырос до 224 миллионов. Занято около 950 работников. В современной экономике важную роль играют изделия из пластмасс и резины. Это настолько обширный сектор производства, что в статистических сводках он идет под самостоятельным обозначением. И в странах Балтии немало таких предприятий. Особенно крупные действуют опять-таки в Литве. Группа Rittal Industries – международный производитель преформ, крышек и пленок со штаб-квартирой на Кипре. Но один из ее ключевых узлов в Литве. В Клайпеде действует завод Rittal Baltic Films. Здесь выпускают PET-преформы, HDPE-крышки и барьерные пленки для напитков и пищевой упаковки. Литовская площадка – одна из крупнейших в группе. Мощность по преформам и крышкам – сотни миллионов единиц в год. Важное направление – многослойные пленки с EVO-H барьером, которые продлевают срок хранения продуктов. На предприятии занято свыше 210 сотрудников. Оборот в 2024 году составил 76 миллионов евро. Экспорт – более 80% продукции, основные рынки – Балтия, Скандинавия, Центральная и Восточная Европа. В производстве активно внедряются технологии rPET, в преформы, вторичный полиэтилен терефталат, переход на энергосберегающее оборудование, сертификация по международным стандартам качества и безопасности. Там же, в Клайпеде, находится еще одна принадлежащая Rittal Industries компания Neo Group, один из крупнейших в Европе производителей PET-гранулята Small под маркой NeoPET. Основана в 2004, промышленный выпуск стартовал в 2006. Позже были запущены еще линии глубокой переработки, благодаря чему производственные мощности достигли 500 тысяч тонн в год, что превратило компанию в одного из лидеров ЕС, обеспечивающего до 14% общеевропейского производства. Основная продукция – PET-смолы для бутылок и пищевой упаковки.
Компания работает с крупными разливщиками и упаковочными холдингами, всего 300 компаний из 30 стран, поэтому более 90% продукции уходит на экспорт. Всего на предприятии занято свыше 200 работников, оборот в 2024 году составил 519 миллионов евро. Завод Orion Global Pet тоже расположен в Клайпеде в свободной экономической зоне. Один из крупнейших в Европе производителей полиэтилен терефталата PET. Запущен в 2006 году, позже вошел в тайскую группу Indorama Ventures. Мощность более 300 тысяч тонн в год, что значительно превышает потребности Литвы. Ключевой продукт – гранулированный PET для производства бутылок, упаковки и волокон. В последние годы внедряется технология rPET, вторичный PET, и энергосберегающие решения, а также проекты по сокращению выбросов углекислого газа. Основные клиенты – крупные производители напитков и пищевой упаковки в Европе. Персонал свыше 130 человек. Выручка в отдельные годы превышала 300 миллионов евро, в 2024 составила 259 миллионов. Почти весь объем идет на экспорт. Латвийская группа компаний Polipax основана в 1996 году как семейная фирма по производству упаковочных материалов. Сегодня это объединение специализируется на производстве гибкой упаковки, пленок, пакетов, упаковочных решений под брендом Polipax. Центр находится в Марупе, имеются филиалы в Эстонии и Литве. Общий штат группы около 300 сотрудников. В 2024 году оборот составил 75 миллионов евро. На экспорт в более чем 30 стран идет свыше 85% продукции. В Елгове с 2004 года работает предприятие Evo Pipes CA, один из крупнейших производителей пластиковых трубопроводных систем в странах Балтии. Компания специализируется на выпуске полиэтиленовых и полипропиленовых труб, фитингов, дренажных и гофрированных систем для водоснабжения, канализации, энергетики и телекоммуникаций. В 2014 году предприятие было приобретено британской Radius Systems Ltd, что позволило расширить ассортимент и наладить экспорт в десятки стран Европы, от Скандинавии до Центральной Европы. Завод в Елгове – современное автоматизированное производство с полным циклом, включая экструзию, формование и испытательные лаборатории. В 2024 году оборот компании составил 47 миллионов евро, занято свыше 130 работников. Evo Pipes активно модернизирует оборудование и развивает решения для устойчивой инфраструктуры, а ее продукция широко используется в строительстве и коммунальном секторе региона. Эстонская компания Promens Ringu AS ведет историю с 1970-х годов, а с 1997-го стала частью международной сети Promens, ныне входящей в Berry Global Inc. Завод в Рингу под Тарту специализируется на производстве пластмассовых изделий методом ротационного формирования и литья под давлением. Среди ключевых продуктов – корпуса и резервуары для сельхозтехники, емкости для химической промышленности, защитные кожухи, детали для транспорта и упаковка. На предприятии работает свыше 200 сотрудников. Оборот за 2024 год составил 29 миллионов евро. Свыше 90% продукции идет на экспорт, наиболее значительная часть в Скандинавию и Германию. Promens Ringu считается крупнейшим работодателем Юга Эстонии в секторе пластмасс и важным центром технологической компетенции группы Berry в Балтийском регионе. КБ Components Estonia – филиал шведской промышленной группы КБ Components AB, работающий более чем в 10 странах, который еще недавно под названием Plastone принадлежал финской группе Saxo. Действует в Таллине с 2005 года и специализируется на высокоточных пластиковых деталях для автомобильной, электротехнической и бытовой промышленности. Производство основано на инжекционном формировании с применением роботизированных линий и 3D-контроля качества. Оборот компании в 2024 году составил 24 миллиона евро, штат около 150 сотрудников. 67% выручки от продаж пришлось на зарубежные рынки. Крупнейшими целевыми рынками стали Финляндия, Швеция и Германия. Основные заказчики – компании Volvo, Scania, Husqvarna, Electrolux и ряд производителей электрооборудования. Завод активно внедряет переработку полимеров и производство деталей из биопластика. Латвийцы особенно сильны в фармацевтике. Лидер отрасли – компания Grindex с центром в Риге и дочерними предприятиями в Эстонии и Словакии.
Родилась в 1991 году как латвийская государственная фирма по исследованиям и производству медпрепаратов Grindex, которая в 1997 была приватизирована и стала биржевым предприятием, контролируемым в основном латвийским капиталом. В 1998 купила контрольный пакет эстонского фармацевтического завода Tallinna Pharmacia THC AS, который специализируется на выпуске мазей, кремов и гелей. Головное предприятие Grindex сосредоточено на терапевтических группах препаратов для сердечно-сосудистой и центральной нервной системы и противоопухолевых препаратов. В 2023 году выручка компании составила 256 миллионов евро, что стало рекордом в ее истории. Свыше 90% продукции идет на экспорт более чем в 100 стран мира. В общей сумме в компании занято 1500 сотрудников. Еще одно весьма крупное латвийское предприятие отрасли – Olfa, до 2024 года Online Farm, с центром в Волыне. Создан на базе третьего рижского химико-фармацевтического завода, который был приватизирован в 1997 и выведен на биржу. На сегодня свыше 90% акций компании через AB City принадлежит латвийскому капиталу. Olfa выпускает препараты для лечения заболеваний центральной нервной системы, сердечно-сосудистые лекарства, антибактериальные средства, витамины и различные продукты на основе растительных экстрактов. Производственный цикл включает синтез активных ингредиентов, разработку лекарственных форм и выпуск готовой продукции, что делает компанию одним из немногих производителей в регионе с полноценным химическим блоком. Общий штат – 840 сотрудников. В 2023 году оборот превысил 145 миллионов евро. Около 90% продукции идет на экспорт в 60 стран мира. После 2022 года компания активно сокращает присутствие на российском рынке и переориентируется на Евросоюз, где существенная часть ассортимента уже соответствует современным регуляторным требованиям GMP. В последние годы Olfa инвестирует в расширение производственных мощностей и лабораторной базы, стремясь укрепить позиции на европейском рынке генериков и активных субстанций. В Литве фармацевтические компании не столь крупные, как в Латвии, но все же имеется, по крайней мере, один заметный и довольно нетипичный игрок. История компании Valentis уходит корнями в 1919 год, когда в Литве появилось первое из предприятий, ставших впоследствии частью группы. На протяжении 20 века они существовали под разными названиями и профилями, от фармакологических мастерских до небольших производителей отдельных медицинских товаров. Современная Valentis сформировалась в 2003 году, когда несколько фармацевтических фирм объединились под единым брендом. Это дало начало росту в международном формате. Компания выстроила сеть дочерних предприятий в Швейцарии, Польше, Латвии, Эстонии и Болгарии. Головной офис и центр управления по-прежнему находятся в Вильнюсе, однако ключевое производство лекарственных препаратов и БАДов размещено в Швейцарии, Valentis AG, и на ряде контрактных площадок в ЕС. Такая структура позволяет компании выпускать продукцию с маркировкой Swiss Quality и работать по стандартам GMP без строительства собственных фармацевтических заводов в Литве. Однако в Литве у Valentis все же есть два завода, на которых выпускают до 15 миллионов различных упаковок для фасовки произведенной в Швейцарии продукции. В Вильнюсе также работает собственный небольшой научно-исследовательский отдел, ориентированный на формулы для аптечных сетей и нишевые препараты, не требующие сложной клинической базы. Основные направления Valentis – безрецептурные препараты, витаминно-минеральные комплексы, дермо- и фитопродукты, а также нишевые фармрешения, продающиеся под частными и собственными брендами. Значительная доля оборота формируется за счет экспорта в страны ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. В литовском центре компании занято 170 сотрудников, рост на 20% с 2024. Оборот в 2024 году превысил 37 миллионов евро. К сожалению, выяснить данные по всей группе не удалось. Знатоки могут меня поправить, напомнив, что в Литве мощный сектор биотехнологий. Но эта сфера по сути самостоятельная, хоть и связана с фармацевтикой, и разговор о ней предстоит в финальном выпуске серии. В странах Балтии есть несколько производителей лакокрасочной продукции, но в основном это небольшие предприятия. Даже у старейшего в регионе Рижского лакокрасочного завода оборот не дотягивает и до 10 миллионов евро. И все же один довольно крупный производитель имеется – в Эстонии. AkzoNobel Baltics – подразделение нидерландского концерна AkzoNobel, действующее в Эстонии с 1994 года.
Местный филиал является одним из ключевых центров концерна в Северной Европе по полировке, фасовке и адаптации лакокрасочной продукции под региональный рынок, объединяя производство с крупным логистическим узлом. Завод Wrapla специализируется на выпуске лакокрасочных материалов для строительного и промышленного применения, в том числе под брендами Dulux, Sandalin и Hammerit. Вопреки кризису, предприятие последние года полтора наращивает оборот – 47 миллионов евро в 2024 и увеличило штат на четверть, почти до 160 человек. 2/3 продукции идет на экспорт, в основном в Латвию, Литву и Финляндию. В Эстонии действует также, если и не самый крупный, то точно один из наиболее значимых производителей бытовой химии во всем регионе. Maijeri Industries – крупнейший производитель бытовой химии в Эстонии и один из наиболее заметных игроков на всем рынке Балтии. Предприятие находится недалеко от Тарту, в Табевере, и ведет историю с 1889 года, когда эстонский предприниматель Рихард Майер основал химический завод, выпускавший мыло и чистящие средства, который в советское время носил название «Флора». За более чем столетие компания не раз модернизировалась и расширялась. Сегодня Maijeri производит широкий спектр бытовой химии, от стиральных порошков, жидкостей и капсул до средств для уборки и автомобильной химии. Значительная часть ассортимента сертифицирована по стандартам EU Ecolabel и Nordic Swan, что подчеркивает экологический профиль предприятия. Производственные мощности и ассортимент ориентированы на рынок Балтии и Северной Европы. В 2024 году оборот Maijeri Industries достиг 31 миллиона евро, примерно 85% дает экспорт. На предприятии было занято около 130 работников, принадлежит эстонскому капиталу. Valmiera's Stikla в Валмере специализируется на производстве 3 видов стекловолокна, 97% которого идет на экспорт в 40 стран мира. Предприятие начало работу в 1963 году. В 1993 было приватизировано, а в 1996 вошло в состав немецкой компании по производству стекловолокна. В 2001 был запущен новый завод, а в 2002 еще одна немецкая компания стала совладельцем латвийского актива. А в 2013 уже через латвийскую компанию немецкие владельцы приобрели британскую компанию PD Integrals Technologies Ltd. и образовали с ней группу Valmiera Glass Group. В 2021 свыше 83% акций Valmiera's Stikla выкупил Люксембургский инвестфонд. В отличие от обычного стекловолокна, которое идет на утеплители и простые материалы, непрерывное волокно Valmiera's Stikla – это сырье для высокопрочных композитов. Из него делают стеклоткани, панели, корпуса и детали, применяемые в строительстве, энергетике и транспорте. В Европе всего 8 таких предприятий, которые обеспечивают 90% потребностей рынка. Valmiera's Stikla выделяется на их фоне тем, что в качестве основного сырья для производства использует кварцевый песок, добываемый в окрестностях Валмеры, что снижает зависимость от импорта и упрощает логистику. Сегодня на предприятии занято 1700 работников. Оборот в 2024 году составил 120 миллионов евро. Очередная глава моего видеоромана об обрабатывающей промышленности стран Балтии закончена. Теперь вы имеете некоторое представление о химическом производстве в Эстонии, Латвии и Литве, чем наши страны особенно сильны. Но рассказ далек от завершения. Впереди вас ждет еще несколько серий. Ближайший будет обзор металлургии. Да-да, представьте себе, имеется. И металлообрабатывающей отрасли, в которой заняты тысячи работников на множестве самых разных предприятий. А пока вы можете подписаться на канал, если по какой-то причине до сих пор этого не сделали, лайкнуть это видео и поделиться им с друзьями. Они тоже заслуживают того, чтобы знать настоящее лицо промышленности нашего региона. И никогда не поздно оформить платную подписку на канал, чтобы поддержать этот классный проект и получить ряд приятных бонусов. На сегодня все. До новой встречи!